Всем привет! Вы на канале Польза.нет, и здесь только быстрые обзоры и долгие стримы. И сегодня, вопреки всему, несмотря ни на что, я расскажу вам о глобальной версии Redmi Note 12 Pro. Насколько хорош этот смартфон, хорошо ли он снимает, разумеется, вы сейчас видите вход на Sony FX3. После этого я сделаю вход на Neo 7, который стоит на 50% дороже, и, разумеется, только китайской версии, параллельно с Redmi Note 12 Pro. Для чего? Для того, чтобы вы понимали, что Xiaomi реально снимают хорошо, даже в этом ценовом сегменте. Видео мне их нравится. Если говорить об особенностях данного аппарата, да, у него предел 4К 30 FPS, но в то же время прямые грани, в то же время инфракрасный порт, в то же время эта штука по-настоящему с хорошей автономностью, несмотря на довольно приличную герцовку. Все плавно, все приятно, и самое главное, она есть в глобале. В принципе, для того, чтобы начать обзор, этого достаточно. Все остальное вы увидите в ролике, разумеется, море примеров фото и видео. Фото без сжатия у меня в телеграм-канале личном. Не забудьте подписаться. Телеграм-канал взаимопомощи и скидок тоже для вас открыт. Подписывайтесь, будем общаться. А теперь смотрим на Neo 7 и этот аппарат. Ну что же, основная камера 4К 30 FPS на Xiaomi, 4К 30 FPS на iQOO Neo 7. И что могу сказать? Во-первых, вы сами должны оценить, насколько хорошо основные камеры работают. Во-вторых, вы сами должны оценить, насколько хорошо работают микрофоны. Допустим, с одного телефона вы сейчас слышали, теперь вы слышите с другого. И еще раз повторяю, что Redmi 12 Pro, Note 12 Pro, я уже сравнивал с Realme 10 Pro Plus, и по большому счету мы понимаем, в чем разница картинки. Посмотрите обзор на Realme. С одной стороны, с тем же ценовым сегментом. Но если мы берем бренд BBK, значительно дороже, который, разумеется, позиционируется как игровой смартфон, но в то же время сравниваем основные камеры, вот сейчас вы видите разницу. Видите ли вы ее? Кто выигрывает? Как выигрывает? Это решать вам. Разумеется, 60 FPS лучше, чем 30. Но очень часто я замечаю такую вещь, что, допустим, iQOO Neo 7 я размещал фотографию в Телеграме, и она сжимается до такого состояния, если не скидывать ее в исходники, что она проигрывает некоторым среднебюджетникам. Вот такая вот магия электронов. Поэтому, если вы пользуетесь Инстаграмом, запрещенная сеть, или Телеграмом, не знаю, как она сейчас запрещена или нет, думайте, какие смартфоны лучше подойдут. К слову, опять же, в моей телеге можете увидеть много примеров. Смотрим. И 1080p 30 FPS на iQOO, 1080p 60 FPS на нашем любимом Redmi. Вы видите, да? И это фронталка, разумеется, те же условия. Еще раз прошу, напишите в комментариях, интересны ли вам такие сравнения. Почему? Разумеется, если бы я взял Vivo X90 Pro Plus или iPhone какой-нибудь 14 Pro Max, разница была бы огромной. Но iQOO это больше игровой смартфон. И в первую очередь. Во вторую очередь, у него все равно нет тех качеств, какие есть у камерафонов. А вот Xiaomi, в принципе, начиная с среднеценового сегмента, делает очень хорошие смарты по камерам. Начиная с 10s, если еще кто-то помнит такой смартфон. Опять же, по мне. То есть у них был какой-то скачок. 9 Pro, помните, 8 Pro. Они неплохо снимали. А именно так, чтобы сказать прям качественно, по мне, они начали снимать совсем недавно. И если мы сравниваем фронталки, может быть, Skinton. Не может быть, а он лучше, разумеется, на iQOO, но намного лучше, по мне, снимает фронталка у Xiaomi в плане плавности, разумеется, FPS. И, к слову, про фото я сегодня тоже расскажу. Смотрим. 4К 30 FPS, и чтобы понять всю глубину глубин, вы можете увидеть, как в 4К 30 FPS iQOO 7, который на 50% дороже, снимает, а как снимает Redmi. И я вам хочу сказать, что, возможно, на большом экране вы увидите огромную разницу, но, скорее всего, смотря сейчас на экране смартфона или планшета, вам может показаться, что картинки одинаковые. Это первое свидетельствует о том, что Xiaomi делает неплохо, а второе свидетельствует о том, что переплата за тот или иной смартфон не всегда является разумной. Почему? Потому что, картинка, понятно, стабилизация лучше у iQOO, понятно, что детализация в каких-то моментах лучше, но не факт, что вы сейчас это увидите. И как работают микрофоны, опять же, вы сейчас слышите. Как картинка, допустим, с максимальным. Напоминаю, что iQOO может 4К 60 FPS снимать,
а Xiaomi максимум может снимать, к сожалению, только в 4К 30 FPS. Но, с другой стороны, от чего удивляться. X6 максимум у Xiaomi, X10 максимум у iQOO и вот такие картинки. Ну, X10 вы видите абсолютно бесполезно, все в шумах. Если X6 сделать на iQOO, то может быть чуть-чуть лучше будет, чем у Xiaomi. Нет, я не вижу, чтобы было лучше. Может, чуть-чуть меньше шумов. Опять же, что то, что другое, картинки абсолютно бесполезны с точки зрения применения куда-то там. Вот так пока. И если говорить о фронталках, смотрите, у одного смартфона 1080p 60 FPS максимум, это у Xiaomi, у другого 1080p 30 FPS у iQOO. И это как минимум странно. Почему? Потому что один смартфон стоит дороже, другой смартфон стоит дешевле. А по поводу того, как справляются с фронталки, вы видите. Но одно могу напомнить, BBK все время наплевать на фронталки. И Xiaomi даже с минимальным разрешением очень часто делает лучше. Хотя сейчас и FPS выше у Xiaomi, и разрешение идентично. И теперь уже разница с 4К 60 FPS на iQOO и 4К 30 FPS на Xiaomi. Основная камера. Смотрим. Стандартно. За что вы там решите переплатить, кроме процессора и игровых возможностей? Автофокус. Автофокус с движением. Получается у нас. Но солнца очень много. Не нравится ни тому, ни другому смартфону солнце. Ветер сильный. Микро покупают вот так. Если будете держать, сможете что-нибудь там снимать. И немного тех же условий у фронталки на вытянутой руке. Может быть даже подвигаться. Вот так. Две камеры. Одна 4К 60 FPS, вторая 4К 30 FPS. Я вижу, как iQOO трясется. Почему? Потому что отключена стабилизация. Сейчас я ее включу и посмотрим, как она будет работать по стабу. Притом очень странно, у iQOO я ставил стандартную стабилизацию перед съемкой. Сейчас затемненный объект. Вы видите шумы, что на одном, что на другом смартфоне. Здесь у нас вообще тень и сложные объекты. Сложные объекты. Все в шумах, но да, видите, в чем разница? Не особо заметно, но вот, допустим, под этим углом прям очень заметно. Ну и, разумеется, фронталка, те же условия. В принципе, вам этого хватит, я уверен. И теперь 1080p 60 FPS, основная камера на iQOO и на Xiaomi. Смотрим, как все это дело отрабатывает в движении. В принципе, 15 секунд более чем достаточно. Кому надо, может и перемоточку поставить, правильно? И посмотреть еще раз. Ну и теперь основной тест. Основная камера у iQOO. Это у нас 4К 60 FPS. У Redmi максимум 4К 30. Я не думаю, что будет 60. И сейчас мы будем пробовать ходить неаккуратно. В плане будет много вибраций и попытки проверить, разобьются ли телефоны. Ладно, я шучу. Я думаю, что вы видите, что условия все время разные. То света много, то мало. Что-то где-то у нас отражается, где-то тени. И как один или другой смартфон справляются с данными перипетиями судьбы, вы сейчас можете наблюдать. Встали, в теньке пока, плавно повели, посмотрели и пошли дальше. Напоминаю, что на iQOO есть возможность еще стандартный стабилизатор включить. Он включен. Скорее всего, это работает кроп, как я вижу по картинке. Не особо сильно, но и стабилизация не особо космическая, я бы сказал. И вот так с другой точки.
Распаковка. Поставляется данный смартфон в минималистичной белой коробке с названием модели и краткими характеристиками. Пакинг обыкновенный. В комплекте мы имеем ключ для извлечения слота под сим-карты, краткое руководство, силиконовый чехол, сам смартфон, блок питания на 67 Вт и кабель для зарядки с USB-A на USB-C. Смартфон выглядит стильно, но сразу же понимаем, что без чехла его носить не вариант, так как корпус марки. Вес смартфона составляет 190 граммов, а габариты 163 на 76 на 8,5 мм без блока камер и 10,9 мм вместе с ним. Слот, как я уже говорил, на 2 сим-карты, прорезиненный чехол садится плотно и хорошо. Розыгрыши моря, читаем описание, какие сейчас актуальны. Постоянно это, разумеется, 5 Mi Band в 7 серии. Разыгрывается за лайк, подписку и комментарий к любому видео ежемесячно. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок, взаимопомощи и телеграм-канал мой личный с примерами фото, видео, не сжатых форматах, чтобы иметь возможность посмотреть на то, что могут смартфоны без сжатия YouTube. Перейдем же к смартфону. На выбор есть такие расцветки, как черный оникс, матовый синий и звездная пыль фиолетового цвета. Дизайн интересный из-за прямых граней и тыльной части, понятно, кого копировали. Корпус выполнен из пластмассы, в руке без чехла лежит в целом комфортно и пользоваться одной рукой, разумеется, можно. Грани не натирают, так как смартфон легкий, хотя опять же все носить будете в чехле. Сборка неплохая, как и качество материалов. На корпусе расположена кнопка питания, качели регулировки громкости, разъем USB Type-C версии 2.0, как и в версии Plus. 2 микрофона, динамики, 2 основных и 1 разговорный. Звучание хорошее, на борту есть кастомный эквалайзер и некоторое количество готовых пресетов. Смартфон поддерживает Dolby Atmos и воспроизводит аудио в Hi-Res качестве. Кодеков высокой четкости достаточно, и капорт и мини-джек присутствуют, за что спасибо. Смартфон имеет влага и пылезащиту класса IP53, что хорошо, но, как мы понимаем, это все номинально. Ни дождик, ни что-то другое не рекомендуется. Летим дальше. Смартфон оснащен Pro AMOLED дисплеем на 6,67 дюйма с разрешением 2400 на 1080 пикселей. Матрица экрана абсолютно плоская, соотношение сторон 20 к 9, экран поддерживает более 1 миллиарда цветов, цветовая гамма 100% DCI-P3, контрастность 5 миллионов к 1, HDR10+, Widevine L1 на борту, как и Dolby Vision. Плотность пикселей 394 ppi, что хорошо, высокая яркость 900 нит. При прямом попадании света на экран пользоваться данной моделью даже в солнечный день в целом можно без проблем, но запаса яркости нет. Это вам не 1900 и не 1800, как флагманы предлагают. Частота обновления экрана максимум 120 Гц, чего вполне достаточно. Также есть авторежим и 60 Гц. Тач на 240 Гц, тест на частоту дискретизации касаний вы можете наблюдать на экране, и отрабатывает он хорошо. DC-диминг вшит, мерцание 1920 Гц. Показатели шима вы можете наблюдать на экране, и результат в целом хороший. Выше 23% шим не поднимается. Автояркость работает хорошо, проблем с ее работой я не обнаружил. Есть автоматический дневной режим. Always on Display на борту, мультитач на 10 касаний одновременно откликается. Разблокировать экран можно при помощи сканера отпечатков пальцев, внедренного в кнопку блокировки, и распознавания лица. Сканер отпечатков пальцев работает хорошо, можно завести до 5 отпечатков. Распознавание лица срабатывает корректно даже под углом. Минус за то, что можно завести один и тот же отпечаток и внести биометрические данные можно одного лица до 2 раз. Ну или 2 разных лица. Подбородок у экрана есть, он средних размеров. Экран для повседневных задач отличный, цветопередача по мне приятная. В настройках имеются функции, которыми можно персонализировать экран или интерфейс под себя, что стандартно. Летим дальше. Процессор MediaTek Dimensity 1080 с техпроцессом 6 нанометров и 8 ядрами, максимальная частота которого 2,6 ГГц. Графический процессор Mali G68 MC4. Интерфейс MIUI 13 на базе Android 12 версии. Оперативная память LPDDR4X доступна на выбор 6 или 8 ГБ. Внутренняя память UFS 2.2 на выбор 128 и 256 ГБ. Система охлаждения из 12-слойного графитового листа, имеется поддержка Wi-Fi 6 серии, не самый последний, но для нас только 6 актуальный. Поддержка 5G, что не для всех актуально, разумеется, но хорошо, что она есть, а для 4G 7 и 20 бенд отсутствует, что, конечно же, огромный минус. Но напоминаю, у меня китайская версия смартфона, перепрошитая на Global, поэтому ничего удивительного. У меня связь смартфон ловил отлично. Звучание во время разговора хорошее, микрофоны и датчики приближения не подводили. Запись разговора в стоке есть и без уведомления о начале записи. Вибромоторчик линейный по оси X, не топорный, настроить можно только уровень тактильной отдачи. Bluetooth версии 5.2, смартфон также оснащен модулем NFC, из навигации на борту GPS от GPS-Bay до GLONASS, GPS-тест в городских условиях показывает точность до 1 метра, что для Dimensity стандартно. Емкость аккумулятора 5000 мАч,
часов. В PC-марке устройство выдало результат в 7 часов 38 минут. И это неплохо, потому что тест я всегда провожу при максимальной яркости и максимальной герцовке. Заряжается он от 0 до 30% за 12 минут, от 0 до 48 за 20, от 0 до 69 за 30 и от 0 до сотки от родного адаптера питания на 67 Вт в среднем за 56 минут. Беспроводной зарядки, к сожалению, нет. За 1 час просмотра видео на YouTube при максимальной яркости по Wi-Fi уходит 9%. За час игры в играх в среднем уходит 19%. Играть комфортно, нагрева почти нет и яркость он не понижает и не фризит. Перейдем же к тестам. Тротлинг-тест проходит на 100 потоках при 30 минутах. Не очень волшебно, вы видите на экране как. В Geekbench в сингл-коре 730, в мультикоре 2249. 3D Mark не поддерживает. В Antutu выдал результат в 450 тысяч попугаев. Storage тест показал 40 715 баллов. Сколько он выбил в Antutu AI, вы видите. Основной блок камер с тыльной части состоит из 3 сенсоров и двухцветной LED-вспышки. Основной сенсор Sony IMX766 с IOS стабилизацией. Вроде бы оптическая, но вы увидите, что я не сказал бы, что она работает. На 50 мегапикселей основной сенсор. Сверхширик на 8 мегапикселей с углом обзора в 120 градусов и макро на 2 мегапикселя. За 1000. Запись видео доступна с основного модуля в максимальном разрешении 4К 30 FPS, 60 FPS недоступны и вряд ли будут. Цифровая стабилизация также на борту. Фронталка на 16 мегапикселей находится по центру верхней части экрана. Максимальное разрешение для съемки видео 1080p 60 FPS. На борту имеется 50-мегапиксельная для фото, панорама, длительная экспозиция, замедленная съемка, портретный режим, ночной режим, режим Pro, Xiaomi Pro Cut, пленочная камера и так далее. В целом камеры показали себя неплохо. Вау-эффекта нет, к примеру, в версии Plus был основной сенсор на 200 мегапикселей. И там вау-эффектом были фотографии на 200 мегапикселей, они и правда были хороши. Redmi Note 12 Pro имеет все, что нужно для повседневного использования камер, с одной стороны, с другой стороны. А что вам еще надо, правда? Хорошо он фотографирует. Немного 4К 30 FPS солнечных, и только поймал себя на мысли, что за очень продолжительное время, много месяцев, я ни разу не видел, чтобы здесь кто-то дрался из-за нарушения правил дорожного движения. А нарушают здесь каждый первый. Подрезают, мешают движению, но аварии случаются. Рассказ не об этом, рассказ про то, что камера работает хорошо, если стоять. Но если двигаться, стабилизации практически никакой, как вы заметили. Мучить все равно еще буду, но пока вот так. Автофокус. Раз. Два. И по поводу движения. Нет, все, сразу теряет. 4К 30 FPS, основная камера. И не очень быстро. Но с ветром. Вот так неплохо достаточно снимает Xiaomi уже во время легкого такого заката. То есть солнце не мешает. Мне кажется, сейчас можно сказать идеальное время для съемки. Фронталка 1080p 60 FPS довольно проблематично, то что необходимо расстояние держать довольно большое от лица. На полностью вытянутой руке будет примерно так. Не фонтан. Не фонтан. Фокусное расстояние не то, чтобы было комфортно. Как говорится, смеркалось. И теперь постепенно мы смотрим, как фронталка может 1080p 60 FPS отрабатывать в условиях приближенных к идеальным. Почему? Потому что освещение уже включено с одной стороны, с другой стороны у нас нет слишком яркого солнца. То есть, проще говоря, сейчас идеально снимать на что угодно. Разумеется, лучше подсвечивать, если вы будете это делать для какого-то контента. Но если нет, то никаких бликов нет нигде. Единственное, разумеется, иногда захожу в тенек, и по этой причине камера мучается больше. Но говорю, очень сильно мне не нравится, что мне руку надо прямо аж вот так вытягивать. Если брать, допустим, любой Realme, то необходимо было чуть-чуть перед собой держать вот так. Я, получается, держу на сантиметров 20 дальше из-за фокусного расстояния, которое здесь не шепчет. Уже зашел прям лютый тенек, но все равно вытягивает, правда, с лютейшими шумами. Вы видите мое лицо? Я вижу. Пиксельное. Чтобы вы понимали, вот так, где моя фронталка была, выглядит все в 4К 30 FPS. Рынок. Немного ночной съемки, 4К 30 FPS.
И... Ну, неплохо. Прямо-таки неплохо. Не идеально, но хорошо. 4К 30 FPS, куда без съемки пляжа ночью и, разумеется, одни шумы. Единственное, что могу сказать, что все фотографии в авторежиме ночью можно удалять. Нужно делать обязательно в ночном режиме. Авторежим здесь не определяется на данный момент Redmi как режим для ночи. То есть при любом раскладе переключаемся в ночной, получаем приличные фотографии. Двигаться с 4К 30 FPS ночью я бы не советовал. Вы видите, какой тремор. Я недавно его сравнивал с Realme 10 Pro Plus. И плюс-минус те же тапки, только в профиль. Нет здесь стабилизации. Фронталка 1080p 60 FPS ночь. Ну и, разумеется, нет стабилизации относительно. Почему? Потому что, ну вот если идти, допустим, и стараться плавно все это ввести, то, возможно, она и будет видна. Разумеется, можно использовать программы, чтобы еще улучшить стабилизацию. При этом картинка будет кропаться. Ночью одни сплошные шумы у фронталки, что неудивительно. Но в целом смартфон снимает неплохо, если не учитывать того, что, еще раз повторяю, что это очень странно, что мне необходимо руку прям вытягивать. С Xiaomi, по-моему, я такого еще не встречал. То есть обычно намного комфортнее себя снимать. 4К 30 FPS, а вот неоновые вывески воспринимают смартфон очень даже, по мне, неплохо. То есть фактически все читабельно, ничего не плывет. Ну, не считая моих рук, опять же, стабилизации здесь, повторяюсь, незаметно никакой. 1080p 60 FPS, а вот эту картину, кстати, фото вытянуло просто великолепно. Я думаю, что вы увидите в ролике. Обратите внимание, разумеется, в личной телеге я скину исходники, потому что улица абсолютно темная, и смарт вытащил практически все. С переменным успехом, но здесь есть участки, которые я взглядом-то не вижу, а смартфон смог вытянуть. И те же условия с основной камерой, что были сейчас на фронталку, но это... Вот сейчас я встану под свет, и все станет намного лучше. Нет, намного лучше не стало. Ночь. 1080p 60 FPS. Каждый раз не оставляю радость умиляться вот этой вот штуке. Это мечта русского электрика, который ушел, мне кажется, в нирвану алкогольную на лет так 10, потому что такое мне нигде не увидишь. То есть покосившиеся столбы, которые периодически падают с линии электропередач. Все это дело питает небоскребы и вылетает все это дело, ну, с периодичностью, наверное, раз в 2 недели. А к чему это все? К тому, что вот так в 1080p 60 FPS вы сможете подобные штуковины снимать, которые по большому счету нужны будут в 99% случаев только вам. Посмотрите, какие шумы. И потреблять контент вы, наверное, сможете только на телефоне, потому что на компьютере или телевизоре это будет, конечно, нехорошая картинка. По мне, опять же. Потребная, но нехорошая. Не этого мы ждали. Но и удивляться этому нечего, потому что плюс-минус все равно у всех все в этом ценовом сегменте похоже. Жалко, стаба только ни у кого нету. Хотя мне кажется, что процессоры прям позволяют. 1080p 30 FPS, немного ночного ультраширика. Повторяюсь, ночью он максимально бесполезен. Он днем-то не особо полезен. И X2 максимум с него. В принципе, все. 4К 30 FPS, многострадальный фонтан. Почему? Потому что вы видите, уже его не чисто. Но вот там довольно красивый мост. 1080p 60 FPS, вот такая имитация взлетной полосы. И самолет с подсветкой. И луна. Фантастичная просто. Много очень светлых, приятных штуковин. И какие-то из них вблизи даже выглядят ничего, несмотря на ночь. Все потому, что это Xiaomi. И за это можно их хвалить. Даже в бюджетках, в средних бюджетках у них довольно хорошие основные камеры. 1080p 60 FPS, много различных огней, различных видов, различной яркости. И попытаемся пройтись, чтобы понять, что этого делать в ночи не стоит очередной десяток раз. Хотя неплохо, да? Хоть зайчиков ловит, но не сильно. 1080p 60 FPS, ничего немного страшного видел ночью.
разумеется, можно навернуться, но будем надеяться, что это не произойдет. Так снимать бесполезно. Видео потом вы никуда не примените, но зато знаете, что это бесполезно. GoPro вам в помощь. Еще немного фронталки. Хотя здесь есть свет, все равно все плохо. 4К 30 FPS. Еще немного улица. Еще немного понимания того, как микрофоны работают и как работает со светом данный телефон. Нет, вывески он не может вдалеке прочитать нормально, и даже вблизи, даже при использовании ручного фокуса у него печаль. Вот я сейчас понизил вручную экспозицию, и вы видите, да? Если так снимать, то читабельность лучше, но все остальное в темени. Если в серединке, то шумы. Может быть, если так снимать, будет поприличней. Не знаю. 4К 30 FPS, если захотите какой-то объект снимать, вот так у вас это дело получится без штатива. Но лучше, конечно, со штативом все это делать. Стабилизатором штатива. Просто штатива будет недостаточно. Но с автофокусом, да. Не все великолепно. Но повторяюсь, что мне нравится, как это Xiaomi снимают даже в среднебюджетках. Мне кажется, мало кому прям совсем не нравится. Многие могут говорить, что они не лучшие, но они всегда достойные. 4К 30 FPS, плавненько. Обрывы видны, но вполне возможно снимает. В итоге это все дело неплохо, цвета немного перекручены, слегка мультяшная картинка, потому что там дымка, и он вытягивает просто облака, получается, из дымки, а дымку саму не передает. Вот там почти не видны краны, а они есть, их больше во всяком случае, просто мылит и все. Минусы. Нет 7 и 20 бенда, хотелось бы полноценный слот, нет 60 FPS на основном сенсоре, нет обновы на 13-м андроиде, старенький USB Type-C разъем, марки корпус. Также к минусам отнесу, что можно завести один и тот же отпечаток пальца несколько раз, как и внести два одинаковых лица. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео, если промокоды смотрите в моем телеграм-канале, также по ссылке в прикрепленном комментарии. Не забудьте подписаться на мой личный телеграм-канал, там общаемся, решаем, что я еще буду приобретать для обзора, и вы мне советуете, как бы вы хотели, чтобы я их протестировал, эти железки. Ну и напоминаю, здесь нет бендов 7 и 20, если вы в очень маленьком городе, либо часто катаетесь между городами, то этот смартфон точно не для вас, пока он не в глобалке. У меня он ловил хорошо, у вас не факт, что хорошо будет ловить. Резюмировать я бы хотел на основную камеру, и по большому счету мне нечего говорить, почему Redmi Note 12 Pro это великолепный смартфон для съемки, для игр, для всего остального. Почему? Потому что он сбалансирован, он средняк, у него есть глобальная версия, и по большому счету те же тапки, только Poco. Ну, вы понимаете, о чем я. Кому-то Dimensity, кому-то Snap, кто-то успеет получить Poco, кто-то нет. Да, они обкатывают в Китае все поковские смартфоны через Redmi. И если вы успели приобрести Redmi за адекватный прайс, супер. Если нет, в принципе, ждите распродаж, потому что у Poco магия всегда какая? Ты успел купить на распродаже, ты молодец. В начале продаж, на старте все очень выгодно. У Redmi магия другая. Либо в начале продаж, либо потом во время сейлов они все равно будут скидывать ценники. И, возможно, вы приобретете этот смартфон уже через 3 месяца после того, как вы увидите этот обзор. Возможно, через полгода. Но еще раз повторяюсь, у Redmi есть одно хорошее качество. Они потом сбрасывают цены. Они вначале их низкие делают, потом они высокие, потом опять низкие. И на распродажах реально поймать смартфоны выгодно. К чему это? К тому, что претензий за эти деньги к данному смартфону у меня практически нет никаких. И кто приобрел, можете написать в комментах, как вы к нему относитесь. Кто не приобрел, напишите мне, а что бы вы выбрали? Realme за те же деньги, либо Xiaomi. Кому-то нравится MIUI, кому-то нравится
другие платформы, скажем так. Но до 20 тысяч рублей я не знаю, что на глобалке вы бы выбрали, конкретно вы, мои подписчики. Огромное спасибо за просмотр, не забудьте подписаться на канал, кто не подписан, напишите комментарии, желательно больше 5 слов, и знайте, этим вы поможете проекту. Девайсу однозначно да, обязательно напишите по поводу IQO, интересны ли вам такие нестандартные сравнения, потому что они абсолютно несравнимы по цене. IQO цену не сбросит, это тоже спойлер, у них не бывает того, чтобы они сбрасывали цену. Oppo да, IQO никогда. Девайсу, повторяюсь, да. Добра и удачи вам, дорогие друзья.